Уважаемые коллеги, добрый день. Мы начинаем наш очередной образовательный семинар с международным участием. Приехал наш дорогой друг из Португалии, который профессор Хорхе Диас, который является таким видным специалистом по пищевой аллергии. И он является руководителем группы по изучению зоонофильных эзофагитов. Мы вчера с Хорхе Диасом проводили подобный семинар в городе Твери, и речь шла о том, что для нас это кажется редкое заболевание, а на самом деле таких больных немало. Поэтому наша задача влюбить вас в эту тему, и чтобы у нас появились такие диагнозы. И они у нас действительно появились, потому что точно так же, как раньше у нас не видели болезни Крона, да, не видели аллергического поражения желудочно-кишечного тракта, так врачи не видят зоонофильных эзофагитов, и больные долго мучаются, не получая адекватного лечения. Поэтому сегодняшний наш весь семинар посвящен гастроинтестинальным проявлениям аллергии. И первое слово предоставляется нашему дорогому другу, профессору Хорхе Диасу, который живет в замечательном городе Порто, Португалии, работает в детском госпитале. Он является научным редактором целого ряда крупнейших журналов, так что вы его можете прочитать статьи на различных журналах. Вот Хорхе Диас вчера прислал мне очень интересную статью, которая как раз посвящена проблеме эзофагитов вообще. И вот Маргарита наша Капелович как раз присутствует здесь, которая является научным редактором, Гречка, поднимись, научным редактором журнала «Консилиум Медикум». И в ближайших номерах мы опубликуем эту замечательную статью Хорхе Диаса по вообще эзофагитам. Мы надеемся, что в следующем мы получим протокол долгожданный, протокол по ведению зоонофильных эзофагитов, потому что лечить их достаточно сложно. Поэтому слово предоставляется нашему дорогому другу Хорхе Диасу, который сегодня расскажет вам о новостях, что есть новое в пищевой аллергии, и более подробно остановится на зоонофильном эзофагите. Dear colleagues, dear Professor Sakharov, I'm very grateful for your very kind words. Дорогие друзья и коллеги, я рад вас всех приветствовать здесь. Ирина Николаевна, спасибо большое за приглашение. When someone is invited twice to a meeting, it means something good. Когда приглашают меня на какие-то конференции, это очень здорово. I am very honored that I've been invited a few times by my good friend Irina to talk to you. So I feel very honored and very proud, because it means that I may believe I'm bringing you something interesting. Мне очень приятно, я действительно горд, что меня пригласили сегодня. Это уже не в первый раз, что Ирина Николаевна сотрудничает со мной. И значит, действительно, я могу нести какие-то новые знания и рассказывать очень интересные новые вещи. So my topic today is to bring you some new information about some forms of food allergy in children. Тема моей сегодняшней презентации – это рассказать вам некоторые новые вещи о пищевой аллергии, возможно, до сих пор еще неизвестные вам. So my first topic is eosinophilic esophagitis. You may know about this disease. Начнем мы с эозинофильного эзофагита. Возможно, вы уже, безусловно, слышали это название, это заболевание. Well, perhaps some of you have not seen many cases of this, but I promise that you will see more and more in the future. Возможно, вы не так часто встречаете в клинической практике таких пациентов, но я вам обещаю, что в будущем вы действительно будете встречать их все чаще и чаще. These cases are becoming more frequent. Эти случаи становятся действительно намного чаще в последнее время. But you really need to be aware of that, because you cannot diagnose them just by looking at the patient.
Но вы действительно должны быть в курсе того, что такое заболевание существует для того, чтобы правильно поставить диагноз. Endoscopy and histology are essential to make the diagnosis and to monitor the patients. И, конечно, эндоскопическое исследование и гистологические исследования являются ключевыми для постановки диагноза. So you really need to think of eosinophilic esophagitis whenever you see an adolescent. The typical case is around 10 years of age. То есть вы должны иметь в виду этот диагноз, когда вы смотрите пациентов. And usually they come to the emergency department with food impaction. Часто такие пациенты поступают в отделение скорой помощи с нарушением проходимости пищи в пищеводе. But you should also be aware when you see, especially a male patient, that eats very slowly or needs a lot of water to bring the food down. Также характерным является то, что пациентам необходимо большое количество воды для того, чтобы проглотить пищевой комок. Even in infants as small as 1 year of age, if you have a baby that refuses to eat, you should also consider this disease. И если вы встречаетесь с самыми маленькими пациентами до года, и ребенок отказывается есть, это тоже может быть клиническим симптомом эозинофильного эзофагита. And these cases need to be referred to a center that can perform endoscopy and biopsies. И для того, чтобы поставить диагноз, действительно нужно выполнять эндоскопию и гистологические исследования, подтверждающие его. So the signs and symptoms of eosinophilic esophagitis are diverse. Клиническая симптоматика эозинофильного эзофагита очень разнообразна. Here you see a comparison between adults and children. На этой диаграмме вы видите различия между симптомами у взрослых и у детей. In adults, the majority of cases complain of food infection or dysphagia. Взрослые в основном жалуются на дисфагию или наличие пищевого комка в пищеводе. But in children, you will see a lot of failure to thrive, refusal to eat, abdominal pain. So vague symptoms may also be a cause to make a diagnosis. У детей симптомы эозинофильного эзофагита, они такие определенные, то есть это может быть просто нарушение развития, гипертрофия, абдоминальные боли или отказ от еды. And as I mentioned, you can only diagnose these cases, although you may say, well, this is very likely EOE, but you still need to do endoscopy and multiple biopsies. Безусловно, для подтверждения диагноза клиническая симптоматика очень важна, но критическим является выполнение эндоскопии. So you need to refer these patients to an endoscopy center. То есть это исследование является самым важным. Again, the endoscopic signs may be slightly different between adults and children. Эндоскопические симптомы также отличаются у взрослых и у детей. In adults, there are very typical patterns. У взрослых наиболее типичными проявлениями являются. But in children, these may be very mild signs on endoscopy. Например, у взрослых чаще всего встречается эзофагит, либо кольцевидные изменения в пищеводе, но эти проявления могут отсутствовать у детей. And only upon multiple biopsies at different levels of the esophagus, you can make a diagnosis. Только выполняя биопсии на разных уровнях пищевода, иногда можно поставить диагноз эозинофильного эзофагита. In various centers, it has been shown that up to 1/3 of the cases may look normal on simple endoscopy. При этом до 1/3 случаев может быть вообще никаких симптомов при эндоскопическом исследовании. So unless multiple biopsies are done, many cases will be missed. И поэтому, не выполняя биопсию, многие диагнозы могут быть пропущены. Well, most cases are, as I mentioned, boys, and they also have other forms of allergy. В основном типичными пациентами являются мальчики, и в анамнезе у них есть уже какие-то аллергические проявления. So the issue whether
they have a common link between esophagus and other forms of allergy always comes up. Соответственно, если у ребенка есть какие-то проблемы с пищеводом, и при этом у него в анамнезе аллергия, мы должны подразумевать эозинофильный эзофагит. So we know that there is infiltration of the mucosal of the esophagus with eosinophils. Для этого заболевания типична инфильтрация слизистой оболочки пищевода эозинофильными клетками. We know that there are some upgraded manifestations of some cytokines. При этом заболевании происходит активация иммунокомпетентных клеток. We know that eotaxin 3 is involved in recruiting the eosinophils into the esophagus. Например, происходит усиление экспрессии эотоксина, который является хемокином, и он увеличивает пролиферацию эозинофилов и направляет их в пищевод. We also know that IL-13 is also has also increased expression. Кроме того, такой ген, как TLCP, увеличивается при эозинофильном эзофагите. And this may provide some therapeutic role by targeting IL-13 with monoclonal antibodies to treat the disease. Также происходит увеличение экспрессии интерлейкина 13. The history of eosinophilic esophagitis is moving very fast. История развития эозинофильного эзофагита происходила очень быстро. This disease was first described almost 20 years ago. Впервые это заболевание было открыто около 20 лет назад. And a lot of new information is coming up very fast. И в настоящее время появляются все новые данные об этом заболевании, и действительно данные появляются очень быстро. This means that what is being published at some point will soon change because there are new information. Вероятно, те данные, которые появились несколько лет назад, они могут измениться, поскольку публикации появляются действительно стремительно быстро. We know that IgE is not a good marker for the disease. Мы знаем, что иммуноглобулин G по сути не является таким хорошим маркером заболеваний. In many papers you will see that you can perform IgE, but it may be elevated, normal, and it doesn't mean very much. Во многих публикациях вы, возможно, читали, что да, можно исследовать иммуноглобулин G, но он может быть и повышен, и Immunoglobulin E. Иммуноглобулин E. So also the diet guided by the specific IgE levels does not always provide relief. Таким образом, пищевая аллергия, которая ассоциирована с иммуноглобулином И, она не всегда имеет значимую диагностическую важность при диагностике эозинофильного эзофагита. So today I am bringing some recent information on this disease. Сегодня я расскажу вам о новой информации касательно маркеров эозинофильного эзофагита, which will soon update the position paper from ESPGHAN in 2013. И в 2013 году была опубликована новая информация согласно ЕСГАН по маркерам эозинофильного эзофагита. One interesting issue that is still not very clear is the role of IgG4. Когда клиническая картина и диагностика затруднена, возможно, именно иммуноглобулина G4 помогут в постановке диагноза. I don't know about your country, but in my country it is quite common that people go to pharmacies, they take a little bit of blood, which is sent to a lab, and get back a list of IgG4 for various foods. Не знаю, как у вас, но в моей стране это достаточно распространенное явление, что пациент сдает кровь в лаборатории и на различные виды иммуноглобулина G4 к пищевым продуктам. Well, there is no scientific validation for this method. Однако нет научной доказательной базы для этого метода. However, some recent publications show that perhaps IgG4 levels might be useful
in diagnosing the specific foods in eosinophilic esophagitis. Но последние данные показывают, что этот маркер действительно может быть полезен для диагностики эозинофильного эзофагита при определенных пищевых продуктах. So this is not final recommendation, but just be aware that perhaps IgG4 may be useful in eosinophilic esophagitis. Это не является рекомендацией такой сильной на сегодняшний момент, тем не менее важно помнить о том, что возможно в будущем действительно это будет перспективным методом диагностики. Well, the next question that is changing rapidly is whether we should test eosinophilic esophagitis patients for allergy using the common tests. И следующий вопрос, который возникает, нужно ли пациентам с эозинофильным эзофагитом использовать аллергические тесты для диагностики. So there is no good reason to test specific IgE for specific foods. На самом деле нет надобности исследовать специфические иммуноглобулины И к определенным продуктам. Because the chance of hitting the right food is like tossing a coin, and it will be something like 50%. So there's no good recommendation for specific IgE. Поскольку вероятность того, что этот тест будет клинически важным, очень низкий, это как бросать монету. Соответственно, мы можем получить положительный, можем получить отрицательный результат, и это так сильно не влияет на диагностику. Поэтому на данный момент использовать классические аллерготесты не рекомендуют. But recently, there has been developed a method with a chip that tests IgE for various foods at the same time. Тем не менее, важное значение приобретает, например, ИСАК-метод. Which is called this ISAC method. Perhaps, again, this is not solid recommendation, but perhaps in the near future we may get some benefit from using this method. И еще раз повторюсь, на данный момент это тоже не является такой сильной рекомендацией, но, возможно, в будущем это потенциально очень перспективный метод. As I mentioned, also IgG4 may be useful in the near future. Как я уже говорил, иммуноглобулин G4 возможно, тоже будет важным диагностическим тестом в будущем. So, in general, blood tests are not particularly useful in the diagnosis or management of eosinophilic esophagitis. Таким образом, в диагностике эозинофильного эзофагита тесты на маркеры в крови не являются такими важными. Which again brings the issue of the need for repeated endoscopies and biopsies. Что повышает ценность повторных эндоскопий и биопсий для диагностики. Well, some years ago, it was noted that the use of PPIs, which block acid secretion, might be useful in treating some patients with EOE. Некоторое время назад появились данные о том, что группа препаратов ингибиторов протонной помпы могут оказывать положительное влияние на пациентов с эозинофильным эзофагитом. And nowadays, we believe that patients that respond to PPIs are really eosinophilic esophagitis patients that respond to one of the possible treatments. Действительно, сейчас мы знаем о том, что есть пациенты с эозинофильным эзофагитом, которые отвечают на прием данных препаратов. And a good number of patients will respond both clinically and histologically to PPI treatment. Действительно, большое число пациентов отвечает на прием ингибиторов протонной помпы, как клиническое улучшение мы видим, так и гистологическое. So what should we do? Should we keep these patients on long-term treatment or stop it? И тогда возникает вопрос, что нужно делать с этими пациентами, продолжать терапию ингибиторами протонной помпы или прекращать лечение при улучшении состояния. And although some papers suggested that there would be only a transient response, И есть данные о том, что, возможно, это всего лишь транзиторный положительный ответ на ингибиторы протонной помпы. more recent evidence suggests that a good number of patients, which may be 2/3 of the patients, will stay in remission under PPI treatment. Но есть и другие данные, более новые, о том, что большое число пациентов, продолжая принимать ингибиторы протонной помпы, они остаются в ремиссии. This suggests that perhaps
when we get patients into remission, we may reduce the dose and keep these patients on long-term treatment. Таким образом, вероятно, если пациенты отвечают на терапию ингибитором протонной помпы, и они вошли в ремиссию, необходимо снизить дозу и продолжать так называемое поддерживающее лечение. So again, back to the issue whether PPI-responsive patients are true eosinophilic esophagitis or a separate category. В этот момент возникает вопрос, возможно, эти пациенты не имеют истинный диагноз эозинофильного эзофагита. There is accumulated evidence that these are the same type of patients. Но сейчас есть огромное количество данных о том, что это одни и те же пациенты. Where, like in most other diseases, some patients respond better to one treatment than the other. Просто как и во многих других заболеваниях, есть пациенты, которые отвечают на определенную терапию, а другие нет. Тем не менее, это один и тот же вид эозинофильного эзофагита. In the past, there was some discussion whether patients responding to PPIs merely had reflux. Ранее возникал вопрос, возможно, у пациентов, которые отвечают на ингибиторы протонной помпы, на самом деле есть рефлюкс. But nowadays, there is solid evidence that actually reflux patients are different from eosinophilic esophagitis patients. Однако сейчас уже появились достаточно убедительные данные о том, что пациенты с рефлюксом, они отличаются от пациентов с эозинофильным эзофагитом. Although some patients may have both conditions and overlap, тем не менее, у части пациентов, безусловно, могут быть симптомы и рефлюкса, и эозинофильного эзофагита одновременно. and these are the ones who will respond better to PPI treatment. И, возможно, именно эти пациенты лучше отвечают на ингибиторы протонной помпы. So it's not a separate entity. Таким образом, я повторюсь, что данный вид заболевания – это не отдельная форма эозинофильного эзофагита. And the concept of PPI responsive is not being used anymore. И концепция эозинофильного эзофагита, отвечающего на ингибиторы протонной помпы, не используется. Это единое заболевание. As I mentioned, there is a discrepancy between clinical signs and endoscopy and histology. Важно отметить, что часто существует большая разница между клиническими проявлениями данного заболевания и находками эндоскопическими и гистологическими. So patients really need to be monitored with endoscopy. Пациенты должны мониторироваться с помощью выполнения эндоскопии. We know that there are alternative forms of therapy for eosinophilic esophagitis. Мы знаем, что есть целый ряд препаратов, которые используются для лечения эозинофильного эзофагита. One of them being diet. Одно из них важное направление – это диетотерапия. But then it needs to exclude some food and then repeat endoscopy and go on. Но нужно исключать пищевые триггеры и затем повторять эндоскопию. Another option is steroids. Другая опция – это назначение стероидов. And I will come back to that in a moment. And the other option is PPIs. И последняя опция – это назначение ингибиторов протонной помпы. So we would like very much to have non-invasive markers to monitor the patients. Конечно, нам бы хотелось иметь неинвазивные методы диагностики эозинофильного эзофагита. Unfortunately, we still do not have any of those. Но, к сожалению, на данный момент у нас нет таких маркеров. There are some promising tests like cytosponge. На данный момент есть очень перспективные направления, как, например, Cytosponge is a small rubber ball that is compacted in a capsule that is swallowed. Это специальный спонж, который нужно проглатывать. It has a string, and then the capsule dissolves, and the ball grows up. То есть капсула при попадании в пищевод растворяется. And then the string is pulled back and comes out of the mouth, and then you dissolve it and you can look for cells. So it's a form of cytology. То есть это специальный чип, по которому мы можем посмотреть, какие клетки находятся в слизистой пищевода.
another interesting concept is the string test. Существует еще один очень перспективный метод пищеводного кольца, where a string is swallowed and then pulled after 1 or 2 hours, pulled back. То есть прокладывается это кольцо, зачем через несколько часов его достают из пищевода. And some mediators may be measured in the secretions that impregnate the string. И таким образом мы можем посмотреть некоторые медиаторы с помощью этой технологии. However, neither of these have been properly evaluated and validated in children. Тем не менее, у детей эти методы еще так хорошо не изучены. Also, some tests on stools and saliva have been used, but we are not there yet. Также, возможно, какие-то маркеры можно обнаружить в стуле и в слюне, но эти исследования этих маркеров еще продолжаются. As I told you, there is a marked discrepancy between clinical signs and endoscopy and histology. Как я уже сказал, есть большая разница между клиническими проявлениями заболеваниями и эндоскопическими находками. However, some questionnaires have been developed. Однако специально для диагностики были созданы определенные опросники, where patients mark how they feel about various questions. В этих анкетах пациенты отмечают, как они себя чувствуют. And also the parents fill the questionnaire. И также родители заполняют подобные опросники. There are some promising results that this type of questionnaire may be a reasonable approach to the activity of the inflammation. Возможно, такие анкеты помогут диагностировать выраженность данного заболевания, помочь в диагностике и мониторировании. So, is it so relevant to look for histology if the patient is feeling well? Возникает еще один важный вопрос: нужно ли делать гистологию, если пациент чувствует себя хорошо? What the data shows is that this is a chronic progressive disease. Но результаты исследований показывают, что эозинофилия эзофагит – это хроническое заболевание, which may lead to stenosis of the esophagus. которое может привести к стенозу пищевода. So, as far as we know today, all patients need monitoring and treatment. Поэтому все пациенты нуждаются в мониторировании и в поддерживающей терапии. Because they face the risk of, in the adult life, coming back to the hospital with stenosis of the esophagus. Потому что высокий риск того, что пациент вернется в более взрослом возрасте, например, с стенозом. So again, we really need follow-up endoscopies and biopsies. Таким образом, важно выполнять повторные эндоскопии. Then this brings the discussion of what is the best treatment. И, наконец, самый важный вопрос: какое же лечение является самым оптимальным для данного заболевания? Well, we know that elimination diet can be a good way to treat these patients. Мы знаем, что элиминационная диета действительно хороший метод терапии эозинофилии эзофагита. But as I told you, there is no good test to predict which food will be the best one. Однако, как я уже сказала, нету достоверных тестов, которые могут сказать, какие продукты нужно элиминировать. So historically, a 6-food elimination diet was introduced with good response. Элиминационная диета 6 продуктов показала хорошие результаты. However, following a 6-food elimination diet by a child is really difficult. Однако соблюдение такой диеты очень сложный процесс для детей. Because the children don't eat only at home. Потому что дети не всегда едят только дома. And in the school there may be contamination by one of these 6-food products. Например, в школе они могут получать продукты, которые запрещает элиминационная диета. And in clinical practice, it was seen that most patients were allergic to milk. И результаты исследований показывают, что самым главным пищевым триггером является молоко. So the natural question is, why should we go for 6-food elimination diet in all cases if we could target
a good number of them with just a single food. И возникает вопрос, в принципе, зачем назначать элиминационную диету по 6 продуктам, если мы знаем наиболее частые продукты, которые вызывают данное заболевание. So today we are looking at the diet in the opposite direction. Таким образом, на вопросы диеты, терапии мы сегодня смотрим немножко по-другому. So perhaps we could start just eliminating milk. Например, мы можем начать сначала с элиминации только одного продукта – молока. And then repeat endoscopy. Затем повторить эндоскопию. If the disease is still active, we may go to food elimination by eliminating milk and cereal, like wheat. Далее, если ремиссия не наступила, мы элиминируем второй продукт, например, молоко и зерновые. And then we might go eliminating other foods if necessary in order to identify exactly which is causing the disease in our patients. Таким образом, последовательно, шаг за шагом мы убираем по одному продукту для того, чтобы понять, что именно вызывает эозинофильный эндофагит. In the top end, we will have amino acid formula, На самом верху здесь расположены аминокислотные смеси, which is very rarely needed. которые на самом деле необходимы для лечения таких детей в крайне редких случаях. But for the most severe cases, this may be an option. Но однако для очень тяжелых случаев такие смеси действительно важны и показывают хорошие результаты. As I told you, you always need to discuss with the patient and the family which is the best approach. Either go onto a strict diet, and it needs to be strict. Some patients or some families tell me, at home he does not eat it. Таким образом, очень важно обсудить с пациентом и с его семьей, насколько решительно они настроены в соблюдении строгой элиминационной диеты. Потому что, например, дома дети могут не есть эти продукты, но в других местах это сложно контролировать. Because as physicians, we are not satisfied that the patient follows the diet at home but not in school. Безусловно, как врачи, нас не удовлетворяет такой вариант, что диета соблюдается только дома. So if we are not reassured that the diet is strictly followed, если мы не уверены, что диета строго соблюдается, we really may need to consider topical steroids for treatment. тогда мы действительно должны рассмотреть вариант назначения топических стероидов. So if you go onto the diet, you need to take some issues into consideration. Таким образом, если вы решили назначить элиминационную диету-терапию, вы должны рассмотреть следующие варианты. So if you need to exclude cereals and you consider to exclude gluten, please make sure that your patient does not have celiac disease. Например, прежде чем удалить из диеты ребенка глютен-содержащие злаки, нужно убедиться о том, что у ребенка нет целиакии. And this may be tested by looking at antibodies, anti-gliadin or anti-transglutaminase antibodies in the peripheral blood. И в этом случае поможет тесты на маркеры целиакии. So if you go onto empiric diet, если вы решили назначить эмпирическую элиминационную диету, you really need to have repeated endoscopies every 2 or 3 months. Каждые 2-3 месяца должны выполнять в таком случае эндоскопию. And then you go on changing the diet and need to have new endoscopies until you identify which food is causing symptoms. Таким образом, каждый раз после изменения диетотерапии вы должны подтверждать наличие ремиссии эндоскопии. So, comparing the results of 6-food elimination diet, данная таблица показывает сравнение диетотерапии и стероидов. with single food elimination diet, Удаление из диеты 6 продуктов. and oral steroids, Также здесь показано значение пероральных стероидов. we see that results are similar, but probably slightly better for steroids.
приблизительно эффективность одинаковая при назначении и инъекционной диеты, и оральных стероидов. So, if we are using topical steroids in our patients, we do not use systemic steroids except in special situations. Важно понимать, что при назначении стероидов мы используем именно топические стероиды, а системные стероиды используются только в очень отдельных случаях. So, the two steroids that are mostly used are budesonide and fluticasone. Существует на данный момент два стероида, которые используются в терапии эозинофильного эзофагита. Это будесонид и флутиказон. However, there are no good preparations for eosinophilic esophagitis. Однако формы этих препаратов неудобные для назначения при эозинофильном эзофагите. So, when we use budesonide or fluticasone, usually we use the spray that we usually prescribe for asthma. Таким образом, формы ингаляционные этих стероидов используются в основном при астме. But we have to instruct the patients that they deliver the drug without breathing in, and they have to swallow it instead. То есть мы должны обучить пациента, каким образом ингаляционные стероиды могут попасть в пищевод. То есть мы говорим о том, что нужно задержать дыхание и проглотить препарат. Experiments have shown that a good part of the steroids will end up in the lungs rather than the esophagus. И, к сожалению, результаты исследований показывают, что часть препарата действительно попадает в легкие, а не в пищевод. So, clinical research is now targeting budesonide using different forms in order to provide good delivery in the esophagus. Таким образом, сейчас клинические исследования направлены на то, чтобы разработать специальные формы будесонина, удобные для доставки именно в пищевод. And this study, which was published 2 years ago, здесь на данном слайде приведено исследование, которое опубликовано 2 года назад. Compares 3 forms of budesonide. В этом исследовании сравнивалось 3 формы будесонида. One form with effervescent tablets in 2 different doses. Сравнивались растворимые таблетки будесонида в 2 дозировках, чуть меньше и чуть больше. And the other one was the usual liquid that we prescribe for nebulization. И третья форма препарата это была жидкая форма суспензии. But in a viscous suspension. Это была именно густая суспензия. And this chart shows the response of the number of eosinophils used in the various preparations against placebo. И данные таблицы показывают, что действительно количество эозинофилов значимо снижалось при различных формах будесонида по сравнению с плацебо. And we see that all of them were efficient. И действительно все 3 формы были эффективны. Although the viscous budesonide was easier the effervescent tablets were easier to take and had a better response. Однако применение именно растворимых таблеток показало лучшие результаты. So, if elimination diet or PPIs are not effective or are not the best option for our patient, таким образом, если элиминационная диета и применение ингибиторов протонной помпы не подходят для пациента или неэффективны, then topical steroids may be a good alternative. Таким образом, топические стероиды в такой ситуации действительно могут быть альтернативой для лечения эозинофильного And budesonide is showing to be slightly better than fluticasone. И будесонид действительно является наиболее эффективным по сравнению с флутиказоном. However, you know very well our concerns about the long-term use of steroids in children. Однако вы знаете, что среди врачей есть опасения, связанные с длительным применением стероидов у детей. So, if you need to have your patient on long-term treatment, you may want to check whether there is any sign of adrenal insufficiency. Таким образом, если вы понимаете, что ребенок будет долго находиться на терапии стероидов, нужно иметь осторожность в отношении надпочечниковой недостаточности. And this is particularly important if the patients need to take additional doses of steroids for any other associated disease.
И это приобретает особо важное значение, если пациент получает дополнительные дозы стероидов по поводу других заболеваний. So perhaps we should measure base level cortisol levels in all patients taking long-term steroids. Вероятно, имеет смысл мониторировать уровень кортизола у таких пациентов. Although long-term data is still lacking. Хотя долгосрочные результаты исследований отсутствуют. So the next question is, does our patient need chronic treatment? И следующий вопрос, который возникает: нуждается ли пациент в длительной постоянной терапии? And from various evidence, the answer is yes. И согласно многим данным и исследованиям, ответ да. So we are faced with this crossroad situation. Таким образом, можно сказать, что врач находится на своеобразном перекрестке. So our patient needs chronic treatment. Пациент нуждается в постоянном наблюдении, постоянном лечении. But signs and symptoms are not enough to monitor the disease. Но часто клиническая симптоматика не отражает реальной активности заболевания. So they need repeated endoscopies, Поэтому необходимо выполнять повторные эндоскопии, which is a problem. что действительно является проблемой. We are also concerned about the risks of chronic steroids. Мы действительно насторожены в отношении продолжительного применения стероидов. And we really need compliance with diet. И для эффективного лечения необходима, безусловно, приверженность пациентов к элиминационной диете. And most of these patients are adolescents. И большое число таких пациентов являются подростками. And we know how adolescents behave. We've been there. И, конечно, их поведение, наверное, не всегда предсказуемо. So occasionally I have patients who say, I'm taking the drug, I'm feeling very well. У меня есть такие пациенты, которые говорят: да, я принимаю все препараты, я чувствую себя хорошо. And when I do endoscopy, it is very much the same. И когда я делаю эндоскопию, признаки тоже позитивные, ремиссия. And then mother or father confesses that they know he's not taking the drug regularly. Но иногда родители признаются о том, что они знают, что ребенок не всегда принимает препараты. So we really need to discuss the situation and the risks with our patients and motivate them to follow the treatment. Таким образом, нужно всегда обсуждать с семьей пациента важность приверженности лечению. So the algorithm to monitor our patients looks a bit complex. Алгоритм лечения пациентов достаточно сложный. So upon diagnosis, we have to discuss the best approach for the first-line treatment. Oops. Мы обсудили с вами уже 3 основных опции, которые существуют для лечения эозинофильного эзофагита. And we really need to monitor histology. И после назначения стартовой терапии нужно мониторировать And symptoms. И гистологическое выполнять исследования, и следить за клинической симптоматикой. Of course, if there is stricture, we need to go with dilation. Безусловно, если сформировалась структура, необходимо выполнить эндоскопическую дилатацию. If histology is still positive, regardless of the symptoms, если мы видим положительные симптомы при гистологии, несмотря на отсутствие симптомов клинических, then we need to adjust our treatment. тогда нужно скорректировать терапию. And if the situation is ongoing, then these patients will really need to have a very strict approach. Если ремиссия не наступает, тогда нужно применять другие методы лечения. If the patients get into remission, если пациент вступает в ремиссию, we may try to reduce the dose of the drugs. Мы должны постараться снизить дозу используемых препаратов. And then monitor for signs and then endoscopy. И затем мониторировать и клинические симптомы, и эндоскопические. And if everything goes well, we might check endoscopy once a year. И если все в порядке, то следующая эндоскопия выполняется через год. If there are symptoms, then we need to have a more aggressive approach. Если все-таки симптом сохраняется, нужно рассмотреть какой-то более агрессивный подход к терапии. If after 1 year the situation is very much improved,
Если через год ситуация действительно нормализовалась и пациент чувствует себя хорошо, we may consider stopping treatment, мы можем рассмотреть вариант прекращения терапии. but then we must warn our patients that they have a risk of relapse. Однако мы должны всегда иметь в виду, что существует риск рецидива. And if there is relapse, they really need to go on to long-term treatment. И если рецидив происходит, тогда необходимо назначить продолжительную поддерживающую терапию. If they keep very well in remission, then we will check them on a longer term. Если же наступает устойчивая ремиссия, мы просто продолжаем мониторировать этого пациента с увеличенными интервалами. However, this is the exception rather than the rule. Но это, скорее всего, исключение, чем правило. So this is what's new about eosinophilic esophagitis. Таким образом, я рассказала все последние новости относительно эозинофильного эзофагита. I would like now to talk about a different topic. И сейчас мы поговорим о другом заболевании. This little baby came to our emergency at 3 months of age. И сейчас я расскажу вам про клинический симптом. Этот пациент, Каролина, в 3 месяца поступила в нашу больницу. She had severe signs that looked like sepsis. У нее ее состояние было действительно тяжелое по типу сепсиса. Although no pathogen was found, тем не менее, никакого патогена не было найдено. she had acute watery diarrhea. У нее были симптомы острой диареи. And when we tried again cow's milk formula, she relapsed with acute symptoms. И когда она получила смесь молока, симптомы резко ухудшились. And this little girl did not even tolerate extensive hydrolysis. И данный ребенок вообще не переносил высокогидролизованные смеси. So she had to be fed on amino acid formula. Таким образом, мы перевели ее на аминокислотные смеси. And later on, when we tried rice meal, she also reacted. Когда мы попробовали рисовое молоко на основе риса, она тоже дала такую же реакцию. So this little girl had a condition that is becoming more and more frequent. Таким образом, мы поставили ей диагноз, который сейчас становится все больше и больше распространенным. These patients have induced enterocolitis syndrome. У этого пациента диагностировали энтероклетический синдром, индуцированный пищевыми белками. This is called FPS in English. То есть это FPS in English. It's a form of acute food intolerance. Это форма острой пищевой аллергии и непереносимости. It's not mediated by IgE in most cases. Данное заболевание является не иммуноглобулином и ассоциированным. The presentation may be very acute with metabolic acidosis. И клиническая манифестация заболевания может развиваться очень быстро. И, например, метаболический ацидоз также один из симптомов. Although they do not have the classical form of anaphylaxis. This disease has been the object of a lot of discussions, and Irina will tell you a little more about this disease in a few moments. But there is... Ирина Николаевна чуть позже расскажет подробнее об этом заболевании, и на самом деле все больше и больше в врачебной среде мы говорим о нем. And there are different forms of early or later presentation. И существуют различные формы данного заболевания, например, в зависимости от начала заболевания, это ранний и поздний энтероклетический синдром. These patients may have lethargy and acidosis. В клинической симптоматике у этих пациентов может быть вялость, апатичность и может развиваться, как я уже сказала, метаболический ацидоз. And this may show only a few hours after ingestion of a food product. И характерно очень быстрое начало в течение от 1 до 4 часов после приема продукта триггера. In chronic form, these patients may have signs. Some
some days later, after being presented to the food protein, При хронической форме этот период манифестации заболевания может быть более продолжительным. a typical feature is thrombocytosis, increased platelet counts, Характерным является, например, тромбоцитоз. and typically these patients are IgE negative. И также эти пациенты не имеют иммуноглобулина И при диагностике. Although in rare cases you may also have positive IgEs. Хотя в редких случаях мы можем обнаруживать этот иммуноглобулин. Well, some diagnostic criteria have been proposed, Были предложены критерии диагностики этого синдрома. and for diagnosis you should have the major criteria and at least 3 of the minor criteria. И для постановки диагноза у пациента должен быть один большой критерий, как минимум 3 малых критерия. And for the chronic form, you may have severe presentation or milder forms of the disease. Если мы говорим о хронической форме этого синдрома, то она может иметь как тяжелые проявления, так и более легкие формы. So if you suspect the diagnosis, Если вы подозреваете этот диагноз, please do not use lots of antibiotics because it is not an infection, пожалуйста, не используйте антибиотики, потому что это не инфекция. but consider elimination diet, Но нужно рассмотреть вариант назначения инъекционной диеты. and you may need to do challenge tests. И также нужно выполнять тесты провокационные для подтверждения диагноза. For the confirmation of the diagnosis. However, this challenge test should always be performed in hospital. Тем не менее, провокационные тесты должны обязательно выполняться в условиях больницы и стационара. These are again the required diagnostic criteria for the moderate form and the severe form of the disease. На этом слайде приведены критерии тяжелой формы хронического синдрома и более легкой формы. Of course, that when you see this patient in emergency, you have to consider alternative diagnosis. Безусловно, нужно проводить дифференциальный диагноз данного заболевания с другими патологиями. For the acute form, Для острой формы you may need to consider GI viral infection, sepsis, anaphylaxis. в круг дифференциальных диагнозов входят гастроинтестинальные вирусные инфекции, сепсис, анафилаксия, врожденные метаболические нарушения. Always think of intussusception, Также, например, инвагинация или кишечная непроходимость. because diagnosis is reasonably easy if you perform ultrasound. И постановка диагноза достаточно проста, если вы выполняете ультразвуковое исследование. And if you miss the diagnosis, the patient may die. И пациент может умереть, если вы неправильно поставите диагноз. Another situation to consider is necrotizing enterocolitis in the smaller babies. Также у маленьких пациентов важно помнить о возможности развития некротизирующего энтероколита. Well, the chronic form of this disease needs to consider celiac disease, protocolitis, Среди заболеваний, которые мы должны рассматривать при хронической форме, которые мы сравниваем с хронической формой этого синдрома, это целиакия и протоколит. and you also may need to consider forms of allergy with enteropathy. Также мы должны рассматривать возможные формы пищевой аллергии с энтеропатией. And this is different from FPs because in FPs, histology is almost always normal. Однако это совершенно другие заболевания, которые отличаются от энтероколитического синдрома, индуцированного протеинами. You also need to think of inborn errors of metabolism. Также важно помнить о врожденных нарушениях метаболизма, которые могут быть у пациента. So, what is new about this disease Что же нового появилось за последнее время в отношении этого синдрома? is that up to 1/5 of the patients may not respond to extensive hydrolysates, as most cases of cow's milk allergy do. Сейчас известно, что до 20% пациентов не отвечает на высокогидролизованные смеси. And if the major complaint is vomiting,
the family may be instructed to have ondansetron at home and use it if needed. Если у пациента основным клиническим симптомом является рвота, я должна объяснить в семье, что есть такой препарат, как ондансентрон. And in babies who are breastfed, we should only recommend elimination diet to the mother if the baby is symptomatic. Если ребенок находится на грудном вскармливании, то нужно рекомендовать маме элиминационную диету, только если у ребенка есть какие-то клинические симптомы. Most cases will tolerate the foods sometime later, but the age is variable. Большинство пациентов со временем будут приносить эти продукты-триггеры, однако возраст развития толерантности очень разный. And the most common causes for this disease are these foods. И среди наиболее распространенных продуктов аллергенов это молоко, соя и зерновые. And this is what's new, and my only word in Russian is спасибо. Пожалуйста, коллеги, вопросы. This is Porto. You are very welcome to visit, although the colors are not as you see in the screen. Скажите, пожалуйста, Хорхе, видели ли вы случаи неадекватные ответы в первый день ребенка, например, на введение буденофалька? Вот дали ребенку буденофальк, и он, например, ребенок массой 14 килограммов, дал полиурию 1,5 литра, причем в течение суток. Can you assume the situation that we give to the baby that budenofalk, but he does not respond to it, and we see there a strong polyuria, for example, as a symptom? Полиурия. Polyuria. 1,5 литра, например, ребенок весом 10 килограммов, 1,5 литра за первые сутки. То есть это необычно. More when it's about 2 liters, 1 liters and half for a baby who weighs about 10 kilograms. I don't have such an experience, but well, we know that every drug can cause some side effects in some patients. But as a rule, I have not seen reports of that, and we have not had such a case. Честно говоря, я никогда не встречался с такими проявлениями, но тем не менее должны помнить, что существуют различные побочные эффекты препаратов. У меня был очень интересный недавно случай эозинофильного эзофагита, который ребенок, я поставила диагноз ребенку, которому 14 лет. For example, I have one patient, age 14 years, and I diagnosed him as a patient with eosinophilic esophagitis. Ребенок глубокий инвалид. Он страдает детским церебральным параличом. The patient is an invalid with cerebral palsy. И у него инвалид, то есть интеллект на уровне имбецильности. Поскольку весит этот ребенок 14 килограмм в 14 лет, доктор, который его наблюдала, решила покормить его высокобелковыми смесями. И дала ему большие дозы педиашура. Ранний анамнез в плане аллергии был абсолютно нормальный. Ребенок в ответ на этот педиашур, вся клиника разворачивалась в течение полугода. То есть его стал забивать кашель. Кашель с огромным количеством прозрачной мокроты и периодически рвоты. Такое впечатление, что в желудке у него находилось просто огромное количество слизи, чуть ли не величиной со стаканом этой слизи. Эта слизь, он не мог сидеть, он все время его забивал этот кашель с таким огромным количеством мокроты, и было впечатление, что это все-таки не мокрота, а это слизь из желудка.
С большим трудом ему сделали, ну, поскольку инвалид, ему сделали гастроскопию с биопсией. И мне лично позвонил морфолог, потому что такого эозинофильного эзофагита он не видел. Он описывал там глыбы эозинофилов, то есть огромное количество в виде глыб. И был поставлен диагноз типичный эозинофильный эзофагит. Во время эндоскопии в желудке было огромное количество, больше 200 мл вот этой вот прозрачной слизи. Я ему дала, зная о том, что аминокислотные смеси дают гистологическую ремиссию по литературным данным 98%. Но, к сожалению, мать сказала, что у него не было неприятия этого вкуса, но ответ на аминокислотную смесь был неадекватный, и количество слизи и рвот резко усилилось в течение недели. Далее, по старым протоколам, мы ему назначили монтелукаст. На фоне монтелукаста отмечалось небольшое улучшение. С большим трудом из Европы был привезен буденофаль в суспензии, потому что те формы, которые существуют, ну, те дозировки, они невозможно было дать этому ребенку весом 14 килограмм, то есть 3 миллиграмма. С учетом массы я ему дала дозу рассчитанную, ну, как положено в этом возрасте, ну, 1/8 дозы взрослых. То есть доза была маленькая, буденофаль. В ответ на введение буденофалька он дает такую полиурию, ну, представьте себе, вес 14 килограммов, 1,5 литра, просто он выходит из него, весь выписывается, да, то есть огромное количество потери жидкости. И буденофальк мы не смогли ему дать. Мы его перевели на смесь на основе гидролизата белка, глубокого гидролиза белка, и оставили ему монтелукаст, на фоне которого медленное улучшение. По старым протоколам писали о том, что все-таки монтелукаст эффективен. Потом были публикации, что 50/50. Вы сегодня вообще ничего не сказали о монтелукасте. Флютиказона, пропионат в тех формах, которые есть в виде ингаляции для лечения бронхиальной астмы, ну, психологически очень трудно действительно дать такому ребенку. Поэтому что вы можете посоветовать в подобном случае? То есть гистологический диагноз абсолютно 100% эозинофильный эзофагит. Thank you. Well, very strange case. Did I understand well that this patient is 14 and his weight is really very low? Я правильно понял, что пациенту 14 лет и его вес очень... 14 килограмм. 14 килограмм, 14 килограмм. Okay. У него постоянные гиперкинезы, и за счет этого у него потеря массы. Ну и, конечно, неадекватное кормление, безусловно. So my various questions about this strange case is, first of all, why does a patient of 14 years of age have 14 kilos? Первый мой вопрос, почему пациент 14 лет весит 14 килограмм? Either this patient has a severe metabolic condition, У этого пациента тяжелое метаболические нарушения, or the patient is not eating appropriately for age. Либо этот пациент годами не ест нормально, не питается нормально.
Ну, я его не вела раньше, это вот пациент, который я уже увидела в 14 лет. Wasn't my patient, but just a case. So this is the first and the most severe situation this patient has. So my approach would probably be, if there is no inborn metabolic error, I would consider doing a gastrostomy for feeding the patient. Если у этого пациента нет врожденных метаболических нарушений, возможно, стоило бы поставить гастростому для кормления, потому что это основной был для него вопрос по поводу кормления. But before doing a gastrostomy, I would put down a nasogastric tube and feed this patient correctly through a nasogastric tube. И прежде чем установить гастростому, поставить назогастральный зонд и кормить его через зонд. And 1 month later, I will check whether the weight had increased, which showed that the bowel was working and absorption was normal. И далее, если вес пациента увеличился бы, мы бы поняли, что кишечник работает нормально и происходит абсорбция. And then I would discuss with the parents the benefits of placing a gastrostomy in this patient. И далее нужно обсудить, конечно, с родителями возможность постановки гастростомы. And I will come back to gastrostomy in a moment. My second issue is whether this patient would have reflux. Вопрос номер 2. Возможно, у этого пациента есть рефлюкс? Мы дали ингибиторы протонной помпы 1 мг на килограмм. Эзомепразол. То есть некое улучшение на эзомепразоле и на фоне монтулукаса. Montelukast. I'll come back to montelukast in a moment. But about PPIs, well, patients with cerebral palsy are lying flat most of the time. They are fed with liquids, so reflux commonly occurs. Their sphincter does not work properly, so we often have patients with severe reflux esophagitis. Therefore, I would do a pH monitoring on this patient. У такого пациента с церебральным параличом, который, я так понимаю, долго находится в лежачем положении, у них очень часто бывает именно рефлюкс, поскольку плохо работают сфинктеры. And the issue of PPIs and eosinophilic esophagitis in these patients is an interesting one. И также важно выполнить pH-метрию у такого пациента, если мы говорим о рефлюксе. And recently, a colleague from Ljubljana, Rock Orel, and I published a series of cases Недавно мы опубликовали статью in patients that had only reflux disease and were given PPIs, and sometime later they developed eosinophilic esophagitis. Есть, мы опубликовали такие клинические случаи, когда у пациента вначале есть рефлюкс, мы даем им ингибиторы протонной помпы, а затем у них мы диагностируем эозинофильный эзофагит. So this is entirely speculative, but perhaps in some cases the use of PPIs in reflux patients may induce or facilitate the emergence of eosinophilic esophagitis. То есть у таких пациентов мы назначаем ингибиторы протонной помпы, и они улучшают состояние и при эозинофильном эзофагите. But this is speculation because there is no clear proof. Но нету таких четких доказательств. Well, the third issue is that eosinophilic esophagitis and eosinophils in general interfere with smooth muscle cells. And this causes dysmotility. Возможно, у таких пациентов также нарушено сокращение гладкомышечное в кишечнике и в пищеводе. We know this very well in bronchial asthma, where eosinophils cause smooth muscle contraction. Потому что мы знаем, что при бронхиальной астме также происходит спазм гладкомышечной мускулатуры, которая провоцируется эозинофилами. So this is why typical patients with eosinophilic esophagitis have food impaction, is because of esophageal dysmotility. Поэтому у пациентов с эозинофильным эзофагитом часто встречается нарушение проходимости пищи именно из-за спазма гладкомышечной мускулатуры пищевода.
So the accumulation of secretions in the esophagus of this patient might be the result of this motility induced by the inflammation. Поэтому, например, скопление вот этого большого количества жидкости, которое вы описали, возможно из-за того, что именно спазм пищевода и происходит накопление жидкости в желудке. Which again would be a good reason to try nasogastric feeding and perhaps consider gastrostomy. Что еще раз подтверждает тот факт, что, возможно, установка назогастрального зонда или гастростома является хорошим решением в данной ситуации. If pH monitoring shows severe acid reflux, then I would consider surgery, anti-reflux surgery on this patient, along with the gastrostomy. Если pH-метрия показывает высокие уровни кислоты, возможно, понадобится и хирургическое лечение. Now coming to Montelukast, yes, there are a few publications showing that there may be a benefit, but there is no solid evidence, there is no randomized controlled trials, so the guidelines do not recommend the use of Montelukast, although you may get benefit in some cases. По поводу Монтелукаста, да, много существует на данный момент публикаций, но рандомизированных плацебо-контролируемых исследований нет, поэтому доказательная база достаточно низкая. So I'm a bit dubious that Montelukast is efficient because it's not an IgE-mediated disease. But if you use it and your patient gets better, okay, but it's not formally recommended in any guideline. Поскольку данное заболевание не является иммуноглобулин-Е-ассоциированным, соответственно, возникает вопрос, почему помогает Монтелукаст, однако это очень спорный вопрос. So in summary about this very strange, I don't know about polyuria, but maybe a side effect in a particular patient. So overall, I would be concerned about the reason for such a slow weight progression and would feed the patient with a nasogastric tube for a while. I would consider gastroesophageal reflux with pH monitoring, and if positive, I would consider having an anti-reflux surgery and a gastrostomy tube if the patient improves in weight with nasogastric feeding. Таким образом, по поводу полиурии, как я уже сказала, очень странная ситуация, возможно, это побочный какой-то эффект именно у этого пациента. А в целом я бы рекомендовала установку назогастрального зонда или гастростома. В случае положительных результатов при pH-метрии, возможно, стоит прибегнуть к антирефлексному хирургическому лечению, потому что вопрос с весом этого ребенка беспокоит меня больше всего. And I agree that perhaps rather than amino acid formula, we might try extensive hydrolysis. After all, that's how we treat most cases of cow's milk allergy, and reserve amino acid formulas for the severe cases that do not respond to hydrolysis. И, конечно, по поводу питания я рассмотрела бы смеси с глубоко гидролизованной смеси, которые в большинстве случаев оказывают положительное влияние. And I would like to have a word, as I promised, about gastrostomies. Usually, when one of my colleagues thinks that has a patient that may need gastrostomy, I prefer to discuss the situation with the parents as first doctor to discuss it, rather than someone else presenting it to the parents. Когда встает вопрос о гастростомии, безусловно, нужно это очень осторожно обсудить с родителями пациента. And the reason is that if someone is telling the parents, well, we could do this procedure which creates a hole in the stomach and then we'll be feeding your patient through the hole, the parents are horrified. Безусловно, родители всегда плохо реагируют на данную процедуру, поэтому именно вы сами, а не хирург, должны обсудить этот способ терапии. Because they already put up with a severe disease in their children, and the doctor comes and proposes to make something more aggressive. Поскольку родители так напуганы серьезностью заболевания, тут приходите вы или какой-то неизвестный хирург и говорит о том, что нужно делать дырку в желудке. So when we need to discuss that option with the parents, we have to explain to them that their child is in this position and they imagine in 2 years the child will be exactly the same. And we have to explain to them
that if we don't do anything, the child will not be here, will be there. И мы должны объяснить родителям, что если мы ничего не сделаем, состояние пациента не только может остаться на том же низком уровне, но оно может и ухудшиться. So this sort of aggressive therapy is to try to either keep the situation stable or try to improve it a little bit. Таким образом, такие агрессивные методы лечения иногда не помогают и не только оставить пациента в стабильном состоянии, но и улучшить его состояние. So whenever we feel we need to discuss gastrostomy for a child, we need to have some time to explain to the parents that this is a short procedure done mostly by endoscopy. Rarely we need to do it surgically, and the child can still be fed orally if the child tolerates it, and it is not a permanent situation. If the situation improves, we can take it out and the stoma will close. Также мы должны объяснить родителям, что, возможно, это просто временная ситуация, что гастростома удаляется, и тем не менее. Также важно сказать, что это является неинвазивной процедурой, устанавливается гастростома в большинстве случаев эндоскопически, и редко нужно открытое оперативное вмешательство, поэтому нужно объяснить родителям, что это не так страшно. So this will be my approach to this case. Пожалуйста, коллеги, вопросы. Пожалуйста. Часто ли сочетается эозинофильный эзофагит с эзонофильным гастритом? И актуально ли исследование геликобактер пилори в этом случае? Okay, so I understand the question is about eosinophilic gastritis and Helicobacter pylori. So the question is, how often there are both of them, and esophagitis and gastritis, so at the same time, and what about The drive for the location of eosinophils in the esophagus is different from the drive for eosinophils in the rest of the GI tract. При эозинофильном эзофагите важным является именно расположение эозинофилов в пищеводе, где мы их находим, в отличие от остального кишечного тракта. So for EOE, we talk about eotaxin 3 expression. Когда мы говорим о эозинофильном эзофагите, эозинофилы, их пролиферация происходит за счет увеличения эотоксина. But for the other forms of gastroenteropathies with eosinophils, it is usually eotaxin 1. То есть, говоря о эозинофильном эзофагите, провоцирующим фактором является увеличение эотоксина 3, а что касается остального пищеварительного тракта, это эотоксин 1. So it is rare that patients have both conditions, but it may happen. И это достаточно редко, чтобы встречались оба этих случая одновременно. For eosinophilic gastroenteropathies, we need to perform biopsies. Для постановки диагноза эозинофильной гастроэнтеропатии мы должны выполнять биопсию. And there is little evidence about the best treatment. We may treat these patients with elimination diet, we may use topical steroids, or we may even need to use azathioprine. У таких пациентов нет четких рекомендаций по лечению, то есть у них мы тоже используем и стероиды, и диету, Or azathioprine. и эзотиоприн также. So there is still little evidence about the best approach for these cases. То есть нет данных о каком-то самом лучшем подходе в терапии этого заболевания. Well, the role of Helicobacter pylori in this condition is not known. Роль Helicobacter pylori в развитии гастроэнтеропатии эозинофильной именно не доказана. But we know that Helicobacter pylori occurs in many children. In my country,
at 10 years of age, about 1/3 of children already have Helicobacter pylori. В моей стране до 1/3 пациентов до 10 лет имеют Helicobacter pylori. So there may be a big overlap of infection with H. pylori and other conditions. Таким образом, возможно, это просто существует такое перекресток между одним заболеванием и наличием Helicobacter pylori у ребенка. And there is no solid recommendation that all patients need to be treated unless we have some evidence of disease related to H. pylori. Таким образом, нет рекомендации, что если мы находим Helicobacter pylori, мы должны его лечить у таких детей. I often have patients in whom I do biopsies but do not prescribe anything, and then I get a result with HP. У меня есть пациенты, которым я делаю биопсию и ничего не назначаю затем. But when the patient comes back, he's much better, so I don't treat them at all. И я нахожу у него Helicobacter pylori, не лечу его, и он приходит ко мне с улучшением состояния. So currently the recommendation to treat H. pylori infection is to have disease associated with the infection, not merely infection. То есть основная рекомендация лечить Helicobacter pylori, если эта бактерия именно ассоциирована с конкретным заболеванием. You always have to consider the side effects of the drugs, the cost of the drugs, and perhaps the worsening of reflux once you treat it. И мы должны всегда помнить о том, что у всех препаратов есть побочные эффекты, их стоимость. So, about the HP and other conditions, there is certainly a great overlap. Таким образом, скорее всего, просто существует перекресток различных заболеваний, то есть у пациента может быть одновременно и эозинофильная гастропатия, и Helicobacter pylori. I understand that many parents are very worried about having a bug in the gut. Многие родители волнуются и переживают, когда находят какие-либо бактерии в кишечнике. And when that happens, I explain to them that we only have 10% of human cells, all the rest is bacteria. Тогда я объясняю таким родителям, что только 10% нашего организма это наши клетки, остальное все это клетки бактерий. Скажите, пожалуйста, по всем публикациям эозинофильный эзофагит как-то описывается у детей старше года. Встречается ли он у детей до года? So there are a lot of publications saying that the eosinophilic esophagitis is met more often in children older than 1 year. What about the children before 1 year, so the infant? The typical case of eosinophilic esophagitis is a boy that has asthma or allergy, is about 10 years of age, and has food impaction or difficult swallowing. Типичный пациент с эозинофильным эзофагитом – это мальчик 10 лет, у которого есть в анамнезе астма и который пришел с симптомами нарушения проглатывания пищи. However, we can find it in any age group, and I have a patient that was diagnosed before 1 year of age. Тем не менее, безусловно, эозинофильный эзофагит встречается у детей различного возраста, в том числе и до года. So if we have a baby, any age, with severe food aversion, then you need to consider this as one possible diagnosis. Well, reflux is another condition, celiac disease is another condition, so you may need to perform endoscopy to make a differential diagnosis, but you always need to take biopsies to make sure you do not miss the diagnosis. То есть, если вы встречаете пациента, самого маленького пациента до года, у него тоже нужно рассматривать вариант развития именно эозинофильного эзофагита, хотя также в круг дифференциальных диагнозов включается и рефлюкс, и целиакия, и таким образом назначение именно эндоскопии и выполнение биопсии может помочь поставить правильный диагноз. This case, before 1 year of age, was a severe one. He needed to be treated with nasogastric feeding for a few months and with an amino acid formula. Часто у таких детей
требуется постановка назогастрального зонда и кормление смесями на основе аминокислот именно у детей до года. So this subgroup of early presentation probably has some heavier genetic influence, and these are patients more difficult to handle. И, вероятно, таких пациентов у них наиболее сильно выражены какие-то генетические изменения, поскольку мы знаем, что это заболевание генетически детерминированное, и в дальнейшем лечение у них, конечно, более сложное, чем у более взрослых детей. So these are more exception than the typical cases. И, конечно, это скорее исключение пациента такой возрастной группы, чем правило. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к назначению прокинетиков в лечении эозинофильного эзофагита и вообще гастроэзофагальной рефлюксной болезни? To my knowledge, there is no evidence of effect. Actually, prokinetics in our legislation, we need to be very careful about their prescription. Usually it is recommended not to prescribe them for more than 1 week. На самом деле нет данных о том, что прокинетики оказывают положительное влияние при эозинофильном эзофагите. Здесь нужно помнить, что они не назначаются более 1 недели. So the difficulty in swallowing has to do with dysmotility of the esophagus due to smooth muscles and not due to the pressure of the cardia or pylorus. Здесь смысл в том, что механизм развития эозинофильного эзофагита связан с нарушением проходнения пищи из-за сокращения гладкомышечной мускулатуры, а не из-за того, что нарушена моторика, например, сфинктера. So in general, I think they are not recommended for eosinophilic esophagitis, but if you consider to use them, if the patient improves considerably, probably it's reflux more than EOE. Таким образом, я не рекомендую своим пациентам назначение прокинетиков, но если вы их все-таки назначили, состояние пациента улучшается, то, возможно, здесь скорее идет речь о рефлюксе, а не о эозинофильном эзофагите. So if you are lucky and the patient responds, then you may keep the patient on this drug for some time. Таким образом, если пациент действительно отвечает на эту терапию, мы можем продолжать ее какое-то время. А препарат тримебутин используется? Тримебутин для вреда. Триметобрин. Тримебутин. Дебридат. Тримебутин прокинетики есть такой. Его такое название дебридат. Prokinetics. Well, for purely reflex patients, we use them for short periods. Most prokinetics that we have are not very efficient. But if the patient improves, then we may keep them. If not, we tend to stop them. The best prokinetic we had in the past was Cisapride. That is not available anymore due to serious side effects. Как я уже сказала, прокинетики мы используем чисто при наличии пациента рефлюкса. Если мы видим улучшение, мы в какое-то время их назначаем. И раньше мы использовали препарат Cisapride is not available anymore. Cisapride, этот препарат сейчас недоступен для продажи, но он был эффективным. It gave cardiac arrhythmias. И он Наш координат, то, что было. Он давал аритмии сердечные, поэтому его запретили к использованию. So pure reflux is a sort of a cursed disease because we don't have good drugs, and the drugs we use have serious side effects. So it is really a painful condition to treat in small babies. Вообще в целом лечение рефлюкса у маленьких детей достаточно сложное, потому что много побочных эффектов у этой группы препаратов. And most cases of gastroesophageal reflux in babies, they improve spontaneously. So if we can keep the parents calm, then the situation in most cases improves with time. И во многих случаях у маленьких детей гастроэзофагальная рефлюксовая болезнь проходит самостоятельно, как бы спонтанно, если мы можем успокоить родителей, что и
сказать ему о том, что болезнь пройдет постепенно сама, мы можем обойтись и без препаратов. Спасибо. Пожалуйста, коллеги, вопросы. Скажите, пожалуйста, насколько часто эозинофильный эзофагит встречается у детей из тех семей, где нет отягощения по аллергии, по аллергическим состояниям? I understand eosinophilic esophagitis and allergy. Just the rest. Yes, most cases of eosinophilic esophagitis also have other forms of allergy, and many cases have other relatives with the same condition. Действительно, типичным случаем является диагноз эозинофильного эзофагита и сопутствующих аллергических заболеваний ребенка, либо наличие аллергии в семье, то есть семейный анамнез отягощенных аллергий присутствует. And it is probable that some cases you may see may have adult relatives with the disease who don't know that they have the disease. Ну, есть ситуации, когда члены семьи просто не знают о том, что у них есть, например, аллергия. Because eosinophilic esophagitis, as celiac disease, have been diagnosed in children first, and later the adult gastroenterologists became aware of it. Возможно, родители либо другие родственники ребенка просто не знают о том, что у них было в анамнезе эозинофильный эзофагит, потому что он диагностируется в детстве. So a lot of our adult colleagues of adult gastroenterology will not diagnose these patients just because they don't know it exists. И, возможно, просто раньше не было такого диагноза, и, соответственно, родителям либо родственникам этого пациента не было установлено вовремя и правильно. So pediatricians have to teach other colleagues about several diseases. Соответственно, мы должны помнить об этом, что анамнез, он не всегда корректный в силу того, что просто раньше данное заболевание не диагностировалось. Скажите, пожалуйста, ребенок долго получает ингибиторы протонной помпы, и в результате их применения развивается синдром избыточного роста микробной флоры, СИБР, да? Что делать? Назначаете ли вы какие-то специальные препараты, пробиотики для лечения СИБРа или нет? Или что делать? У ребенка действительно дует живот, да, повышается давление, это еще больше увеличивает рефлюкс, если он есть. If you use for a long time the protein pump inhibitor, one of the side effects will be the increase of the protein from microflora. Do you use the prescription of probiotic in these cases, for patients? Well, you may use. It's not the discussion of probiotics is always very difficult, because if we think that 90% of our cells are microbiome, it is a bit difficult to believe that you take one pill and you change such a huge population. So there is no very strong evidence that probiotics are really helpful. Вообще дискуссия о пробиотиках достаточно сложная, и, как я уже говорила, поскольку только 10% это наши собственные клетки, остальное это бактерии, вероятно, сложно как-то повлиять на состав бактерий при назначении одной пилюли, одной таблетки, поэтому вопрос с пробиотиком достаточно дискутабельный. So the use of long-term use of PPIs raises various issues, and not only the microbiome, but they raise issues about mineral absorption, about calcium absorption. So there are serious issues about long-term use of PPIs. На самом деле, помимо микробиота, существуют и другие побочные эффекты длительного назначения ингибиторов протонной помпы, например, известно влияние на абсорбцию минералов и, в частности, абсорбцию кальция. So
the long-term use of PPIs must be weighted considerably of disease versus side effects. And we should reduce the dose if possible, or stop it if the patient does not need it. But in some cases, we really need to have long-term treatment. Таким образом, нужно всегда учитывать побочные эффекты, связанные с продолжительным приемом ингибиторов протонной помпы. И мы должны взвешивать тяжесть заболевания и необходимость назначения этих препаратов. Но часто мы нуждаемся именно в длительном назначении ингибиторов протонной помпы, поэтому нужно рассматривать возможность снижения дозы, если она эффективна. So there is nothing wrong about using probiotics alongside with PPIs, although there is no really solid evidence about the benefit. Поэтому возможно применение пробиотиков совместно с ингибитором протонной помпы, просто на данный момент таких сильных доказательств не существует. Но в целом это возможно. Поскольку появляется все больше и больше публикаций о том, что ингибиторы протонной помпы это не такое уже благо, и есть серьезные побочные явления, не имеет ли смысл вновь вернуться к H2 блокаторам, например, к фамотидину? We take into consideration that there are so many side effects of PPI, maybe we should return back to the H2 blockers, like Ranitidine. Фамотидин. Famotidine, Третье поколение. the third generation. Well, for gastritis, for acute gastritis, then H2 receptors may be used. But usually these drugs, especially ranitidine, has tachyphylaxis, which means that they lose effect with time. Безусловно, когда идет речь об остром гастрите, мы используем эту группу препаратов, но нужно сказать, что здесь такая есть особенность, что со временем эффект их снижается. But for eosinophilic esophagitis, it is not the same, because the benefit of PPIs are not entirely related to the acid suppression effect. На самом деле, просто механизм действия при ингибиторе протонной помпы при эозинофильном эзофагите, он не связан со снижением кислотности. PPIs have shown to have an anti-inflammatory effect. In cell lines, it was shown that the expression of eotaxin 3 decreased upon exposure to PPI. So it is not related to acid suppression. It is direct anti-inflammatory effect. So they cannot be replaced with any other type of acid blocking drug. Таким образом, механизм действия ингибиторов протонной помпы, который мы рассматриваем как основным и эффективным при эозинофильном эзофагите, он не связан с снижением кислотности, он связан со снижением воспалительного ответа, поскольку при назначении ингибитора протонной помпы уменьшается экспрессия вот как раз этого эотоксина 3. Соответственно, мы не можем говорить о том, что мы заменим ингибиторы протонной помпы другими препаратами, снижающими кислотность. So the recommendation is, if the patient gets into remission, try to reduce the dose. If on long term there is good remission, you may try to stop it, but you may need to start it again. Таким образом, мы рекомендуем длительное назначение ингибитора протонной помпы, но, соответственно, уменьшаем дозу при ремиссии. Если это продолжительная ремиссия, мы можем прекратить прием этих препаратов, но мы всегда должны быть насторожены. In my country, PPIs are often called gastric protectors. В моей стране ингибиторы протонной помпы также называют как защитниками желудка. So parents are only very comfortable about taking something that protects. Потому что родители пациентов маленьких, они с удовольствием дают детям препараты, которые как бы защищают желудочно-кишечный тракт ребенка. So us as doctors, as experienced physicians, must decide whether there is a good reason to keep a patient on long-term PPI or we should stop it because we know of side effects. Поэтому, как лечащий доктор, конечно, вы должны взвешивать, насколько необходима ингибитор протонной помпы для ребенка, учитывать
побочные эффекты этой группы препаратов. Спасибо. Коллеги, есть вопросы? Я думаю, что мы должны поблагодарить нашего дорогого друга за очень интересный доклад. Спасибо. Да, и мы приготовили для такой у нас типичный русский сувенир, для того, чтобы это напоминало нашу родину. Поэтому Thank you very much, and I hope to see you again sometime.